Всем доброе утро. У нас в Москве утро не очень пасмурное, холодное, неприятное. Но ничего страшного. Мне главное вид из окна. Вы знаете, друзья мои, я сейчас не буду показывать алтарь, я не буду выкладывать на стол атрибутику. По простой причине, что здесь совсем иной случай. Поэтому я просто буду рассказывать. Давайте сделаем иногда такие ритуалы рассказные. То есть я буду вам рассказывать, как это все нужно делать, как это все нужно проводить, дабы много времени у меня не ушло на подготовку. Все, замучилась со вчерашнего дня. Вот, и поэтому некоторые ритуалы, которые нужно делать непосредственно вам, каким-то иным образом, не алтарным, я лучше буду разъяснять. Итак, снятие смертельной болезни или любой болезни, сведение на курицу. Еще раз повторяю, что мы не вправе лечить человека, но мы можем помочь его физиологии усилиться. Мы можем помочь отвести беду, отвести карающую руку смерти. Мы можем попросить сил повременить или уйти от человека, откупиться. Или свести, то есть еще такой ритуал у меня — обмануть силы смерти. У меня по этому поводу много разных ритуалов. Я всегда говорила и повторяюсь, я не лечу людей, и ведьмы, колдуны лечить людей не вправе. Те, которые говорят, что будут лечить, или лечебные какие-то предлагают определенные ритуалы, заговоры, может быть, и даже не свои, это шарлатанье. Потому что, еще раз повторяюсь, для этого существуют врачи. И лечить обязаны они. Мы не вправе трогать физиологию человека. Но если есть возможность свести болезнь, параллельно с врачами вылечить, то это можно сделать. Ну, например, те болезни, которые заговаривали еще испокон веков, но, скажем, эффекта особо не имели, если, да, у человека, если это снова вырасталось, и это снова начиналось, то можно было свести болезнь. На самом деле, вот такой ритуал сведения болезни на животное или на курицу известен испокон веков. Есть и в традиции вуду это. Если вы видели в некоторых ритуалах вуду, просто трут об человека курицу, а потом что с ним делают, не показывают. Или режут, или отпускают. Но заговор, вот именно слова, именно обращение, каким образом это делать, ни у кого нету, я не нашла. Я решила создать свой, и это эффективно помогает. Это эффективно помогает людям смертельно больным продлить их жизнь. Это помогает людям не со смертельной болезнью, но с хронической, абсолютно убрать эту болезнь или на долгое время получить облегчение, потом снова повторить. Понимаете, у каждого человека своя энергетика. Это все индивидуально. Ты не можешь со всех сказать. Кому-то может помочь, чтобы впрок пошло лечение и полностью человек выздороветь. Кому-то может отсрочить, у кого-то может свести на время, и снова надо будет повторить. У каждого свое. Но, по крайней мере, это очень сильный ритуал. Свести болезнь на курицу. Итак, если человек пришел к вам лично, он покупает, приносит курицу, черную курицу. Желательно деревенскую. Если не нашли черную, хотя бы темного цвета. Она не должна быть пестрая, она не должна быть светлая. Если человек живет далеко, попросите его 3 дня спать в своей рубашке, чтобы она пропиталась его потом, его запахом, и через 3 дня отправить вам посылкой эту рубашку. По-другому, никак не получится. Нужно что-то, какой-то предмет, связующий предмет, передатчик, посредник его запаха, его определенной энергии и прочее, прочее. Когда вы возьмете рубашку человека, если человек сам пришел непосредственно, берем эту курицу, проносим вокруг него, иногда касаясь его, естественно, свяжите ноги курицы, чтобы она не царапалась, ничего не причинила вреда человеку.
Вокруг него читаем 13 раз. Если рубашка человека, вокруг рубашки крутим. Читаем 13 раз. Разница в том, что если именно с человека это снимать, то там сжигать рубашку нет нужды. А если снимаете именно с рубашки человека, то есть человека с его рубашкой, после ритуала нужно сжечь рубашку. Я сейчас объясню, где, как, каким образом. Итак, 13 раз начитали на человека. Отвезли эту курицу далеко, настолько далеко, чтобы рядом не было ни одного населенного пункта, ни села, ни города, ничего, чтобы курица не могла стать домашней, чтобы она осталась в лесу, чтобы она там погибла, чтобы ее растерзали звери. Очень жестоко, конечно, но иного выхода нет. Иногда при сведении болезни на курицу, курица может умереть на месте. Такое есть, смотря какой силы эта болезнь. Например, снятие на жабу, да, грудной жабы, или еще кашля, или хронической ангины, жаба умирает на глазах. Это вызывало ужас и страх у людей. Но если вы хотите вылечить человека, чтобы он выздоровел, то, увы, приходится идти на определенные жертвы. А тут безболезненно хотя бы умирает. Итак, крутим вокруг человека, с ног до головы, протирая об человека, над головой крутим. То есть создаем некий такой кокон. И говорим, и читаем 13 раз. После того, как вы прочитали, увозите в такое заброшенное место или в лес, вообще это, где курица обратной дороги не найдет. Развязываете ноги, отпускаете в лес. Сзади кидаете камни, чтобы она убежала вообще, убежала далеко. Оставляете водку, оставляете сладости, оставляете монеты, количество монет, количество лет человека. Сколько лет человеку, столько монет. Одинаковых. Или рубль, или 5-рублевые, или 10-рублевые, но чтобы были монеты одинаковые. Ровно по возрасту человека. И говорите... скажу в конце, что говорите, отворачиваетесь и уходите. Через некоторое время человек пойдет на поправку. Испробовано не раз и не два, поэтому те, которые пробовали, могут даже написать. То есть, кто-то пробовал, а вообще это для практиков. Если я кому-то позволяла это сделать, делали другие люди для больного человека. Начнем. Крутите курицу вокруг человека. Именно курица должна быть, не петух. Птица черная, слушай и повинуйся. Волею Вышнего и именем неизречимого заклинаю луной и солнцем, землей и водой, чашей весов судный день. Заклинаю югом, западом, востоком и севером, всеми перекрестками, всеми силами, земными и неземными, богами, навиями. Переношу на птицу все, что в теле твоем поселилось, все недуги и боли. Птице умереть, а тебе жить. Заклинаю. Еще раз. Птица черная, слушай и повинуйся волею Вышнего и от имени неизреченного, заклинаю луной и солнцем, землей и водой, чашей весов судный день. Заклинаю югом, западом, востоком и севером, всеми перекрестками, всеми силами, земными и неземными, богами навиями переношу на птицу все, что в теле твоем поселилось. Все недуги и боли. Птице умереть, а тебе жить. Заклинаю. 13 раз. Потом увозите птицу где-то, где лесополоса. Отпускайте, как я сказала. Оставляйте водку, оставляйте сладости, монеты. Столько, сколько лет человеку. Отворачивайтесь и уходите. Через некоторое время человек пойдет на поправку, а может полностью вылечиться. В то же самое время не исключаем лечение у врача. Еще раз напоминаю. Это вспомогательный ритуал. Он может и вылечить полностью человека, но рисковать не нужно. В любом случае. Всем удачи!